Надоели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. Привет, друзья! Добро пожаловать на очередные новости Standoff 2. Сегодня у нас будет вполне интересная информация о произошедших событиях где-то за последний месяц. Приятного просмотра! Начать я хочу с того, что теперь в игре добавлен бан по устройству. В частности, он будет даваться за тяжкие нарушения по типу массового мошенничества или популяризации читов на ютубе. Если вы получите такой бан, то никогда не сможете зайти ни в какой аккаунт с вашего телефона. Также теперь в игре не смогут зайти игроки с root-доступом на андроиде и вроде как jailbreak на iOS. Это сделано для снижения возможностей использовать читы. Ну и еще хочу сказать, что появился новый код ошибки RPC Exception 404. Ничего страшного здесь нет, это означает, что вам нужно обновить игру. Также в связи с тем, что при возникновении ошибок 500 и 600 часто поднимается небольшая паника, скажу, что они связаны со сбоями в работе серверов и нужно просто подождать. Вот такая вот минутка полезной информации. Также во ВКонтакте набирает популярность довольно забавный ролик. Мне просто хочется его показать, потому что это реально прикольно. Кстати, касательно турниров и киберспорта в игре. Совсем недавно известный игрок Лондон ушел из игры, видимо, просто из-за пропажи интереса ко всему этому делу. Но если вы являетесь его зрителем, то можете заходить на его стримы вроде как по КС, ссылка на пост с остальной информацией будет в описании. Еще ходили слухи по поводу ухода Абисбашера, но подтверждений этой информации я не нашла. Хочу порадовать тех, кто создает концепты игры. Теперь в официальном Discord-сервере игры вводится новая сезонная система для каналов, концепты и предложения. Суть заключается в том, что у вас будет месяц на создание концептов по избранным предложениям, которые будут определяться сотрудниками сервера. Зачем участники поборются за приз? Затем участники поборются за приз в эквиваленте 1000 золота за лучший концепт, основанный на предложениях от комьюнити. Время определения победителей и отправки призов – 2 недели. Ссылка на сервер будет в описании. Удачи! Ну и напоследок у нас остался конфликт Джампера с его модераторами. Я постараюсь долго не уделять этому времени, хотя обычно такие разговоры выливаются у меня в половину ролика из-за рассуждений. Я в принципе не люблю конфликты, о чем говорила в прошлом ролике, и стараюсь на них особо внимания не акцентировать, поэтому всегда в конец вставляю, просто чтобы вы были в курсе. В общем, суть заключается в том, что Джампер приобрел беспроводную колонку, чем поделился во ВКонтакте. Далее ему начал предъявлять один из модераторов, мол, вот он взял себе вторую колонку, хотя уже давно копит на ноутбук. После чего Тима отвечает что-то в духе «Знаешь ли ты, зачем мне эта колонка?». Ну и далее обстановка все только накалялась. В итоге Водичка, а это тот самый модератор, был кикнут, после чего в сторону Джампера полилась куча негатива. И все же немножечко рассуждений я сюда добавлю, потому что просто хочется высказаться. Мне безумно не понравилась реакция общественности. На мой взгляд, это не стоит того. Новостные группы вообще начали творить бред. Гейминг-комьюнити говорит, что он взял колонку для стримов. Господи, что ты несешь? От Delete Me я вообще не ожидала того, что он сделал пост и сказал что-то в духе «Меня не волнует, мое дело донести информацию». Ребят, а вас в принципе не волнует, что это их личный конфликт? Какого черта вы вмешиваетесь в это дело? Большинство ополчилось против Джампера, но почему? Потому что он кикнул наезжавшего на него, возможно, для того, чтобы не продолжать этот конфликт в беседе с остальными модераторами. Потому что он взял колонку, а он обязан был приобрести исключительно ноутбук? Мне обидно, что в этой ситуации его Водичка, даже не то чтобы он выставил ужасным человеком его, а все это восприняли таким образом. Конечно, Андрей, то есть Вода, вспылил, но люди разные, и суть вообще в другом, в вашей реакции, в том, как вы воспринимаете это все. Я связалась с 3 людьми разных сторон и поняла просто, что на самом деле эта ситуация абсолютно пустышка, и это реально их дело.
Вы скажете, а тебе тогда какое дело, какое нам дело, какое им дело, так бесконечно можно продолжать. Да, я тоже сюда влезла, но я бы просто, скорее всего, пропустила эту ситуацию, если бы не была такая очень странная реакция. Мне, опять же, безумно не понравились посты групп, да и, как я поняла, в диалоге с Андреем, который, собственно, водичка, он сам согласен с тем, что не нужно было это выносить на публику. Не знаю, возможно, я не права, но просто вот вам почва для размышлений, так скажем. Ладно, я думаю, что уже пора заканчивать. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо за просмотр. Пока.